Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! Мы уже все достигли 100 уровня. У нас идет третья воронка времени. И в данном видео разберем разные варианты команд. Это у нас будут и неустрашимость, и аура, и ледяной взрыв, и даже разъедание уже начинает появляться. У меня тут идет борьба за первое место. Уже не знаю, что придумать. Не получается догнать. У нас на сервере ситуация вот такая. Получается неустрашимость на первом месте, Эстайон и Исирель с первым пробуждением. Все-таки показывают лучшие результаты, так как Эстайон много защиты режет, и Исирель дает атаку. У меня Исирель без пробуждений, поэтому с Эстайон в паре у меня команда не живет. Приходится бить все-таки через Маштура, если использовать Маштур. И Эстайон тоже пока что у меня не получается выживать. Пока что как-то так приходится выкручиваться. Такой вот у меня урон. Далее идет у нас аура. Таресия с вторым пробуждением. Следом идет уже пятая билдель. В одного саппорта Филосию. И следом уже начинает мелькать разъедание. Потихонечку выползает. Вот мы видим еще без новой эксклюзивки. Пока что по старинке, через шмыгли. Как-то вот так. Живут до конца, кстати. Ну и перейдем уже к обзору команд. Если вы хотите поддержать канал, сделать вы это можете просто введя мой код создателя в ежемесячном разделе магазина прямо в игре. Код вы видите на экране. Тем самым вы разблокируете себе скидочные наборы по очень выгодным ценам и получите подарок кубик Гелиолита. И вы можете осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании каждого видео на платформе BuffBuff по очень выгодным ценам. Намного дешевле, чем в игре. Начнем тогда, пожалуй, с неустрашимости. Рассмотрим мой вариант. Это использование Маштура для тех, у кого он есть, и Исириэльса без пробуждений. Тайминги я здесь использую вот такие. Живет команда до конца, все нормально. Долго подбирали тайминги Исириэльсу. Вот этот получился самый такой эффективный. Это именно если он без пробуждений. То есть у нас нет усиления защиты, поэтому приходится подбирать. Потому что бывает, у нас заканчивается задержка урона, и босс как раз ультует. И очень-очень много урона в один момент прилетает, и команда просто ложится. Поэтому именно вот при таком тайминге более-менее нормально все у нас проходит. Расстановка у меня вот такая, но все исходит из того, на ком какой у вас сет одет. Поэтому тоже смотрите сами, как вам удобнее будет одевать. Маштур у меня с вот такой вот шмоткой, то есть вот эти дебафы вешает именно он. И он у меня в сете залива. Кто-то ставит на защиту предкового, ну у меня и так, в принципе, все живут, все нормально. Соответственно, он у меня и в разломе, поэтому Тариволу я точности не даю, а даю ему максимально, сколько могу, скорость атаки и шанса крита. Таланты использую вот такие. Также вот этот артефакт ставим ему. И сет на скорость атаки. Также вот эта шмотка у меня находится именно на Тариволе. Поэтому ставим всех героев вокруг него. Именно в бою. То есть Настя прыгнет сюда. И Женевьева прыгнет сюда. Соответственно, все нормально. Будут именно вокруг Таривола стоять. Если чуть как-то сместить, бывает, Женевьева прыгает вообще сюда. Если, допустим, с волком их поменять, то получится, что попало. Поэтому расстановку подбирайте так, чтобы после использования боевого они стояли именно вокруг Таривола. Далее Сириэльс у меня с вот этой шмоткой. Он у меня бафает урон, так как он вешает щиты. Ну и плюс еще у него там свои приколы. Талант обязательно берем на невосприимку к ослаблениям. Он у нас будет висеть вообще всегда, в принципе. Поэтому Маштуру сопротивления мы не делаем. Смысла в этом нет никакого абсолютного. Тут хоть есть у меня это чисто за счет допов, но это не нужно. Потому что разлом брони на нас босс не кидает. Далее Настенка. Да, сборка удивительная, но именно вот так получается хуже. Даже те, у кого Настенка на пятом пробуждении, все равно одевают ее вот так. Просто защита и атака. И вот эти таланты.
Только так вот ей получается выжить и принести максимальный профит. Соответственно, она у нас раздает атаку и защиту тем, кто у нас по бокам. В данном случае суть тут бафнуть именно конкретно Женевьеву, ну и немножко еще и получает Сириэльс. У него взят талант на отхил от атаки, поэтому ему также атака лишней не будет. Ну и, соответственно, Гуинавивр наша. У меня есть шмотка из другого сета с характеристиками более лучшими, но именно с этой шмоткой получается урона нанести намного больше. Поэтому вот пытаюсь сундучков, которые нас сейчас присылают каждый день, пытаюсь выбить нормальные характеристики. В принципе, хотя бы уже, да, крит урон есть, уже неплохо. До этого вообще не попадались нормальные шмотки. Как-то вот так, в общем, по моей команде. И следующий вариант, это вариант команды, там, где у нас используется Эстайон и Исириэльс. Исириэльс, соответственно, с пробуждением, иначе они жить не будут. Тут, в принципе, у нас стандартно, ничего не меняется. Также он в сете торговца, вот эта шмотка, все просвещенность и в атаку. Ничего нового. Гуинавивр тоже ничего не меняется, чисто в урон одеваем. Настенка, как я уже и говорил, даже с 5-м пробуждением все равно мы делаем ей просто защиту и атаку. Вот у нас атака, ну, понятное дело, что крит урон руна, но допы именно защита и атака. Тут также атака, крит урон у него, да, но возможно просто нет другой перчатки. Если он даст на атаку, то урона у него будет еще больше. И даже при наличии артефакта нам выгоднее все равно поставить какой-нибудь другой, типа там рога оленя и так далее. Таревол у нас, соответственно, в сете на залив, и также вот эта шмотка на увеличение урона всем, кто рядом находится. Так, нам будет, кстати, тоже вот эти таланты попробовать. Да, интересно. Попробуем. У меня чуть-чуть другие. И вот такая вот у нас Эстайон. В чем прикол, то что у нее действие ослабления продвигается на 2 секунды. Соответственно, разлом у нас висит дольше, чем любой другой его повесит. Вот. Ну и, соответственно, вот эта шмотка. И Эстайон у нас в предках. Обязательно. Соответственно, это и помогает команде жить. Тайминги у него используются вот такие. И Сириэльс, получается, у нас стартует 10,2 у него стоит. И Эстайон на 17 секунде. Джину, конечно же, тайминги не нужны. Чем быстрее он там настакает ультой, тем лучше. Вот такие вот у нас варианты именно с неустрашимостью. Также есть еще Ирмуш и Маштур, но там урона намного меньше, поэтому рассматриваем вот такие вот варианты. По заменам, уже если, просто, допустим, нет этих героев, как я уже говорил, из более-менее доступных саппортов, такого что имеется, можно Эстайон, Ирмуш, также можно попробовать Гришнара, если он у вас с артефактом, там, с пробуждением. Можно именно попробовать, но не гарантирую, что это будет хорошая идея. Также глубинный дар, так как он держит штраф атаки очень долго. Я уже показывал в прошлых видео, что здесь хоть и написано 5 секунд, но он постоянно обновляет во время действия ульты. Плюс талант на продление ослаблений. То есть по факту будет просто висеть весь бой. У нас штраф атаки, что довольно-таки неплохо. Также может неплохо потанчить за счет того, что и точность, и сопротивление он себе с талантика будет апать. То есть в момент, когда будет больно уже прилетать, он как раз уже сопротивление себе настакает. Также давайте быстренько рассмотрим команды разъедания. Просто саму базу покажу, что как делать. Допустим, я пробовал бить вот таким вариантом. Очень тяжело собрать именно статы. Очень тяжело. Тут за счет вот этого шанса крита у меня получилось 96% хотя бы на скрипсте. Если бы я поставил гриб, то у меня бы таких статов не было. И то, как бы, результат меня не впечатлил пока что. Опять-таки. Дальше будет видно. Да, вот можете быстренько посмотреть, что тут по сетам. И показываю тайминги, какие я оставил. По крайней мере, по выживаемости стояли до конца. Вот у нас 17,5 старт Филосси. В принципе, ничего не поменялось с 3-м сезоном. На 4-м там у нас Джорн был, у нас что попало происходило. А вот с 3-м сезоном ничего не изменилось. Единственное, что вот вместо Шмыглис и Цидис. Вот такие тайминги, короче. Быстро поподробнее пробежим по шмоткам, по характеристикам, при каких условиях они у нас выживали.
Единственное, что рейте бы я ускорение побольше дал, чтобы более-менее нормально ракушка работала. Ну и так, в принципе, нормально было. В лосе обязательно 60 ускорения. Обязательно. Ну, то есть намек идет либо на руны жесткие, либо на пробуждение. Такая Сицидис, такие таланты. Вот этот талант обязательно тоже. Рук, статы уже как-то более-менее стремимся к успеху, так сказать. Ну и Сакриде вешает у нас от дебафа вот эти вот ослабления и раздает у нас атаку и защиту. Вот как-то так. И сейчас еще один кодик покажу. Вот у нас я показывал в начале видео урон, который команда нанесла. В принципе, тоже неплохо пойдет. У нас все по стариночке. Шмыгли уже с грибом. Ну, видимо, шанса крита хватает, да. У меня такого нету. Сакридея в заливе и с вот этой перчаткой на увеличение урона тем, кто по краям стоит. Ну, не по краям, а вокруг, точнее. Вот такой вот рук. Кстати, по поводу шмотки, вот это вот ему довольно-таки неплохо заходит. Потому что, ну, нам в идеале собрать сет какой-нибудь, да, либо вообще из 2 частей. И, как ни крути, у него как бы атака-то неплохая. Базовая даже. Это сейчас вот столько атак вот в процессе боя уже там в лейте, да, когда мы там начинаем и шмотки точить. В итоге у него как бы атаки ближе к 6000, а бывает и больше переваливает. Хотя она ему как бы и не нужна особо, но в общем суть такая, что ему всегда есть чем поделиться. Поэтому вот эта шмотка ему замечательно зайдет. Вот такая вот у нас рейта. Решил он без ракушки, да? Итяра с 5-й рейты. И Огак. Тоже по стариночке, с посохом. Тут, кстати, наверное, можно и без посохов даже было обойтись. Хотя ладно, в принципе, его дело. Вот такие тайминги он использует. Да, короче, как-то так. Ладно, с разъеданием пока что все. Также вариантик рассмотрим ледяного взрыва. Для тех, кто через ледяной взрыв играет, тоже можете посмотреть. Давайте сразу к таймингам. В принципе, ничего нового. Это классические стандартные тайминги для ледяного взрыва на Дахване. Живут, я так понял, до конца. Плюс, получается, рейд-то как раз продляет разломы свои сама. Да, поэтому тут именно тайминги у Филосии и у рейта мы подбираем именно в зависимости от выживаемости. Почему именно так? То есть рейта будет чистить именно Филосию перед тем, как будет ультимейт происходить, чтобы она была уже без штрафа. Я так понял, она у него танчит здесь. Поэтому, короче, как-то так. Тут у нас сова вместо Зорока. Да, по шмоткам, в принципе, тоже, наверное, ничего необычного. 4-я белка у него, кстати. Белка шанс крита. Сова в допы, наверное, да? Ну, да. Сова в допах. И в сете залива. Вот такая вот шина. Все на раздачу. Филоська. С рогами, кстати. Ну, потому что саппорта 2. Тут выживаемость у нас и так хорошая. Поэтому, соответственно, лучше поставить что-нибудь, что увеличивает урон. Ну и рейта, соответственно, вот такая. Она у нас сама заливом занимается. Тоже интересно, конечно. Да, тут можно, кстати, она-то заливается за счет таланта. Ей, в принципе, хватает, если ускорение дать в рунах и просто что-нибудь там еще придумать. Но, думаю, не обязательно. Вот это можно мификов каких-нибудь напихать. Тут уже смотрите сами, получится у вас ускор выкрутить или нет. И давайте уже переходить к командам ауры. Первый вариант у нас будет не бюджет. Следующий будет бюджетный. Причем тоже довольно-таки неплохой. Тут у нас присутствует Скар. Вот такие таланты. Такие вот у него шмотки. Неплохо, неплохо. Таресия 5-я. Тоже все на УЗ. Атака, шанс крита, крит урон. 100% шанс крита, чуть больше даже. Получилось выкрутить. Линкас, рога и сет залива. Также раздает, получается, у нас защиту и атаку. Дианта в разломе. Шмотка на дебафы. И остальные мифики чисто на урон. Ну и Анелизис. Я так понял, ей там прилетает в некоторые моменты, когда она вылазит не в тему. Соответственно, на ней вот этот сет лесника и шмотка на неуязвимость. Это просто для перестраховочки. Также обращайте внимание на таланты, потому что у некоторых вижу другие. Именно вот эти самые эффективные. Вообще, в принципе, на ауле. Так что сверяйтесь. Коды все будут в описании, если что. Тайминги используются вот такие. Аню тоже нужно затаймливать, потому что она-то у нас вначале вылетает и уже дальше идет все куда попало. Поэтому нужно будет ей тоже выставлять. Потому что смотрю, многие тоже как-то ничего не ставят. Так делать нельзя.
Ну и остальные вот, собственно, Дианта, Линкас и потом уже Таресия. Такая последовательность. Скар ультует перед ультой босса. Ну и, как обычно, Трисим на 16 секунде, чтобы на 18 повесить дебаф. И бюджетный вариант, довольно-таки с неплохим уроном. У нас тут, в принципе, герои без пробуд в основном. У Анализис второе пробуждение, потому что он как раз вот этот баннер неплохо так прокрутился. Обращаю внимание на снаряжение, на шмотки, какие используются. Да, все тут тоже взято на перестраховку, если вдруг там в ненужный момент вылетит и словит плюху. Таресия тоже собрана, кстати, неплохо. Дианта на раздачу урона вокруг нее и в сете залива. Также Линкас раздает союзникам нам защиту и атаку. Ну и донатный артефакт. И Синарел. Он в сете залива за счет того, чтобы просто попадать в цикл. Тут у нас и так, в принципе, нужные сеты уже все заюзаны, поэтому может себе позволить тоже одеть этот сетик. Так как мы не видим здесь ускорения в рунах, скорее всего, если ускорение было бы, да, ну хватало бы ему, к примеру, то можно было бы одеть сет торговца и тем самым разогнать ускор. Но, скорее всего, на Синареле без пробуждения вот так вот не получится просто. Поэтому вот такой вот вариант довольно-таки рабочий и неплохой. Тайминги мы используем вот такие. Дианта у нас ультует чуть-чуть раньше, чтобы повесить разлом. Анализис перед ультой, получается, ну, просто улетает подальше. И Синарел, он, получается, при данном тайминге ультует ровно после первого боевого. То есть у нас танкующий персонаж ловит разлом, проседает по хп, и Син вешает на него неуяз. То есть, так как персонаж будет просевший по здоровью, соответственно, 100% неуяз кинется именно на него. Потому что если ставить там Синарелла без тайминга, он начинает что попало вытворять, там на себя кидать и так далее. Тут же он будет кидать именно в нужный момент. Будет защищать разлом и давать неуязвимость. Поэтому обязательно нужно попадать в цикл 18 секунд, а не бить там куда зря, когда попало, когда захочется. Нет, так делать не нужно. Вот такие вот у нас командочки получились. Кому там что непонятно, пишите в комментариях. А лучше, конечно, в телеграм-канал вступать и там уже задавать вопросы. Там вам всегда ответят. Всем спасибо за просмотр. Кто не подписан, подписываемся на канал. До скорых встреч. Всем пока.